Вы знаете, дальнобойщиков без геморроя я таких знаю. И бухгалтеров без геморроя тоже знаю. И спортсменов с постоянным геморроем тоже знаю. Значит, дело не в сидящем образе жизни, не в профессии, не в возрасте. Дело в том, что большинство людей годами лечат симптомы, а не причину. Мажут, прикладывают, терпят. Все это работает ровно до следующего обострения. Геморрой – это ваши собственные сосудистые подушки, которые есть у каждого человека от рождения. Они нужны для удержания стула. Это нормальная анатомия. Держатся эти подушки на мышечных и соединительных волокнах. И когда волокна растягиваются, подушки смещаются вниз. Сначала чуть-чуть, потом уже необратимо. Вот почему первая стадия и четвертая – это не одна болезнь с разной интенсивностью. Это разные точки на дороге с односторонним движением. Боль и кровотечения при этом стихают сами. Через неделю-другую, и человек выдыхает с облегчением. Но сосудистая стенка уже растянута. Мышечный каркас уже ослаблен. И следующий эпизод всегда тяжелее предыдущего. За 30 с лишним лет я видел это сотни раз. Человек терпит 3-4 обострения, убеждает себя, что все нормально, а приходит уже с выпадением, которое рукой не вправить. Хорошая новость в том, что первая и вторая стадия лечатся без операции, а третья во многих случаях тоже. Но только если понимать, где вы сейчас находитесь. Если единственное, что вас беспокоит, алая кровь на бумаге после стула, без боли, без ощущений, скорее всего первая стадия, узлы внутри. Вы их не чувствуете. И это самый легкий момент для лечения, который чаще всего упускают. Когда узлы начинают выходить наружу при дефекации, но сами вправляются обратно, уже вторая стадия. Добавляется зуд и ощущение неполного опорожнения. И это еще территория домашнего плана. Третья стадия – это когда узлы выходят и сами не вправляются, только рукой. И здесь консервативное лечение уже не устраняет проблему, но останавливает прогрессирование. Многие мои пациенты с третьей стадии живут без операции годами. При четвертой стадии, когда узлы постоянно снаружи и вправить невозможно, я обязан сказать прямо: домашний план уже не лечение, он только снижает страдания до операции. Определите свою стадию честно, потому что план, который я дам дальше, работает только если вы понимаете, где находитесь. Основной провоцирующий фактор обострения – твердый стул плюс натуживание. И задача номер 1 – это сделать стул мягким. Твердый стул – это каждый раз маленькая травма для уже воспаленных узлов. Представьте рану на руке, которая не заживает, потому что вы каждый день по ней трете. Вот что происходит внутри при каждом натуживании. Слово «клетчатка» все знают, но в голове это по-прежнему про легкость в животе, а не про давление при каждом походе в туалет. Норма для взрослого – 25-30 граммов в сутки, а большинство моих пациентов получают около 10-12. И именно этот разрыв в 2,5 раза держит воспаление живым. 2 столовые ложки льняного семени в день дают примерно 8 граммов. Тарелка вареной чечевицы – 15. 2 яблока с кожурой – еще 6. И это уже норма без всякой аптеки. Вводить нужно постепенно, за 1-2 недели. Резкое увеличение дает вздутие и спазмы, и человек бросает на 3-й день, решив, что не подошло. Клетчатку увеличили, а стул стал тверже. Знакомая история. И причина простая. Клетчатка без воды работает как сухая губка. Минимум 1,5 литра чистой воды в день. Не чая и не сока, а именно воды. При геморрое я рекомендую 2 литра, потому что именно вода активирует клетчатку и превращает стул в мягкий. Второй мощный провоцирующий фактор – вздутие живота. И здесь своя физика. Чем больше давления в брюшной полости, тем сильнее кишечник давит вниз, тем сложнее прямой кишке откачивать венозную кровь, и геморроидальные узлы начинают вываливаться наружу. Если вы точно знаете, что какие-то продукты вызывают у вас вздутие, ограничьте их, потому что, казалось бы, непосредственно на геморрой это не влияет, но влияет опосредованно, через давление в брюшной полости. Теперь про привычку, которую неудобно называть, но я назову. Телефон в туалете дает в среднем около 11 минут, и за эти 11 минут давление в венах прямой кишки поднимается и держится на пике каждый день, без выходных. Это не мелочь, это системная нагрузка на уже ослабленные сосуды. И туалет должен занимать максимум 3-4 минуты. Про позу скажу отдельно. Это вещь, которую я показываю пациентам прямо на приеме, и они смотрят с удивлением. Европейский унитаз анатомически неправильный. В положении сидя прямая кишка изогнута. Мышца, которая ее охватывает, пережимает ее как шланг. Именно поэтому и приходится тужиться. Небольшая подставка под ноги, сантиметров 20-25, меняет угол, расслабляет эту мышцу, и стул выходит без всякого усилия, без аптеки, без рецепта. На аптечной полке 20 названий свечей и мазей с красивыми упаковками и громкими обещаниями. И пациент берет самое дорогое, а через неделю разочарован. Потому что местные препараты не лечат геморрой, они снимают симптом. Болит, зудит, жжет
это все уходит, а сам узел остается. Это не значит, что они бесполезны. Их роль в том, чтобы дать вам комфорт, пока работает системный план. Препараты с бензокаином или лидокаином снимают боль в острую фазу. Гидрокортизоновые мази помогают, но не дольше 7 дней, иначе истончают кожу. Препараты с троксирутином или гепарином снижают отек и разгоняют кровоток в стенке сосуда. Большинство комбинированных свечей содержит столько компонентов в таких малых дозах, что ни один из них не достигает терапевтической концентрации. По сути, платите за список ингредиентов, а не за эффект. Лед на узел в первые 2 суток через ткань 10-15 минут реально сужает сосуды и гасит острый отек. Старый метод, который не подводит. Через 2-3 суток, когда отек спал, теплые ванночки. По 10 минут 2 раза в день. Тепло расслабляет спазм сфинктера и ускоряет заживление. Но только не в острую фазу, а после. А теперь про единственную группу таблеток с доказанной эффективностью именно при геморрое. Это флеботоники. И механизм у них конкретный. Сосудистая стенка при геморрое становится дряблой, теряет тонус, начинает пропускать жидкость в окружающие ткани. Отсюда отек, тяжесть и ощущение инородного тела. А флеботоники восстанавливают эластичность стенки и снижают ее проницаемость. То есть это воздействие на механизм болезни, а не на ее симптомы. Самая изученная группа – диасмин с гесперидином. И в острую фазу схема такая. По 3 таблетки дважды в день 4 дня. Затем по 2 таблетки дважды в день и еще 3 дня. 7 дней ударного курса, и это не моя схема. Так написано в европейских клинических руководствах. По данным исследований, флебоботоники сокращают продолжительность острого эпизода в среднем на 60%. После острой фазы поддерживающий курс. 1 таблетка в день 2-3 месяца. И именно он не дает запустить следующее обострение. Первое, что я слышу от каждого второго пациента. При геморрое нужно лежать и не двигаться. И это одна из самых вредных идей в проктологии. Венозный застой в малом тазу – главный враг сосудистых подушек. А создает этот застой именно неподвижность. И сидячая работа 8 часов подряд дает такую же нагрузку на геморроидальные вены, как одно сильное натуживание в туалете. 30 минут ходьбы в день. Не бег, не спортзал, просто ходьба. Запускает венозный возврат из малого таза. Потому что мышцы ног при ходьбе работают как насос, который выгоняет кровь вверх. Это физиология. Упражнения Кегеля большинство считает женской практикой, но мужчинам они нужны не меньше. Сжать мышцы промежности на 5 секунд, отпустить на 5 секунд, 15-20 повторений 3 раза в день. И через 4 недели тонус венозной стенки в аноректальной зоне заметно улучшается. Проктологи назначают это упражнение пациентам даже после операции. Значит, работает. Тяжелые веса, становая тяга и жим с задержкой дыхания нужно исключить, потому что внутрибрюшное давление в этот момент резко прыгает и бьет прямо по узлам. А велосипед в острую фазу однозначно нет. В ремиссии можно, но только с анатомическим седлом. Теперь про ошибки. То, что пациенты делают при геморрое чаще всего и что напрямую ведет к операционному столу. И никто их об этом не предупреждал. Острая еда, алкоголь, маринады. Пациент думает, что геморрой внутри, еда снаружи. И какая связь? Связь прямая. Капсаицин и другие раздражающие вещества не полностью расщепляются в желудке. Они проходят через кишечник и раздражают слизистую прямой кишки при выходе. И воспаленный узел получает химический удар изнутри при каждом стуле. Горячая ванна в острую фазу. 40 градусов расширяют сосуды, которые и без того уже переполнены и воспалены. И они расширяются еще больше. Так что пациент заходит с болью, а выходит с болью вдвое сильнее. Теплая вода – да, горячая в острую фазу – никогда. Самостоятельное вправление при ущемлении. Когда узел ущемлен, отек настолько сильный, что вправление руками травмирует ткань. Это прямой путь к некрозу. И если узел не вправляется легко, это сигнал не для усилия, это сигнал для врача. Сухая туалетная бумага механически травмирует воспаленную слизистую при каждом использовании. Замените на влажные салфетки без спирта или подмывание прохладной водой. 3 и более чашки кофе в день обезвоживают и усиливают спазм гладкой мускулатуры. А при уже нарушенном кровотоке это дополнительный фактор застоя. Домашнее лечение работает только в границах. И эти границы я назову прямо. Есть один сигнал, который принимают за улучшение. Кровотечение прекратилось, боль ушла, и человек думает, что справился. Но если узел при этом стал плотным, не вправляется, и кожа над ним потемнела, это не улучшение, это ущемление с началом некроза. И боль ушла потому, что нервные окончания в некротизированной ткани перестают работать. Это сигнал скорой помощи, а не повод выдыхать. Темная бордовая кровь, смешанная с калом, это уже другой разговор. Потому что алая кровь на бумаге указывает на геморрой,
а темная кровь в стуле указывает на другой отдел кишечника и требует колоноскопии. И путать эти два симптома опасно. Температура выше 38 на фоне обострения – это парапроктит. Гнойное воспаление клетчатки вокруг прямой кишки, которое начинается как обычное обострение, потом добавляется температура и пульсирующая боль, которая не снимается обезболивающими. И здесь каждый час имеет значение. Если обострение повторяется чаще 3 раз в год, несмотря на соблюдение всего плана, консервативное лечение исчерпало себя. И нужно обсуждать лигирование или склеротерапию. Это не операция и не наркоз. Амбулаторные процедуры с быстрым восстановлением. Любое недержание стула или газов на фоне геморроя означает вовлечение сфинктерного аппарата. Ситуация вышла за рамки геморроя и нужен врач. Вот и весь план, конкретно с первого дня. В первые 2 суток убираете из рациона острое, алкоголь и кофе больше 1 чашки. Начинаете пить 2 литра воды, добавляете льняное семя, 2 столовые ложки в кашу или йогурт. Телефон убираете из туалета, подставку под ноги ставите в туалет. Это уже не подготовка к плану, это уже сам план. На 3-й день добавляете флебобатоники по острой схеме, если есть обострение. Если нет, поддерживающая доза 1 таблетка в день. Плюс ходьба 30 минут, можно 2 подходами по 15. С 4 по 7 день добавляете упражнения Кегеля. 3 подхода по 15 повторений. Ванночки 37 градусов, если острая фаза прошла. И следите за стулом. Он должен стать мягким, оформленным, без натуживания. На 2-й неделе главная задача одна – не вернуться к старому при первом улучшении. Потому что улучшение – это не финиш, это сигнал, что механизм запустился. К 3-4 неделе это уже поддерживающий режим. Флеботоники продолжаете, ходьба ежедневно. Клетчатка уже привычка, а не усилие. К концу 4-й недели у пациентов с 1-й и 2-й стадией я вижу одно и то же. Кровотечения прекращаются, узлы уменьшаются, обострений нет. Это не обещание, это то, что происходит, когда план соблюдается. Дорогие мои, геморрой – это дорога с односторонним движением, но только если вы на ней пассивный пассажир. Если этот канал помогает разобраться в том, что раньше казалось сложным, подпишитесь, я разбираю такие вещи регулярно. До скорого. В этом видео поговорим о лечении геморроя. Для начала краткие анатомические и клинические сведения. Геморрой или геморроидальные узлы – заболевания, которые характеризуются появлением узлов. Эти узлы состоят из множества вен, артерий, соединительной ткани и гладких мышечных клеток. В зависимости от того, в каком отделе прямой кишки появляются узлы, они различаются на наружные и внутренние. Внутренний геморрой развивается выше так называемой зубчатой линии, наружный, соответственно, ниже нее. Зубчатая линия – это граница. Граница между эпителием, который похож на эпителий кишечника, то есть все, что выше зубчатой линии, происходит из кишечника. А все, что ниже зубчатой линии, покрыто эпителием, который похож на эпителий кожи, только он не ороговевает. Почему так получается? Потому что во время эмбрионального развития пищеварительный канал развивался из 2 компонентов. Вот все, что выше зубчатой линии, развивалось из эндодермы. Все, что ниже зубчатой линии, из эктодермы. Потом они встретились, и, соответственно, получился анальный канал. Поэтому наружные и внутренние геморроидальные узлы по-разному иннервируются и имеют совершенно разное кровоснабжение. Ну вот, например, внутренние геморроидальные узлы почти никогда не болят, но часто кровят. Почему? Потому что они иннервированы нижним гипогастральным сплетением. То есть это нервы, которые воспринимают все, кроме болевой чувствительности. А вот наружный геморрой, который расположен ниже зубчатой линии, очень часто вызывают сильные болевые ощущения. И осложнениями внутреннего геморроя чаще всего является кровотечение, а наружный геморрой – это тромбозы и некрозы. Откуда вообще берутся геморроидальные узлы? Дело в том, что в норме у человека есть под слизистой прямой кишки, выше зубчатой линии, несколько мест, которые особенно богаты венами, артериями, соединительной тканью и гладкими мышцами. Они формируют в норме геморроидальное кольцо. Оно нам необходимо. Около 15-20% всего давления, которое создается внутри прямой кишки и способствует удержанию ее содержимого и газом, создается именно за счет нормального функционирования геморроидального сплетения. То есть геморроидальное сплетение, вены эти, это абсолютно нормальное явление. Но при некоторых неблагоприятных обстоятельствах, чаще всего это наследственность, это
сидячий образ жизни, это запоры, то есть все то, что создает повышенное давление внутри вен и нарушает венозный возврат, приводит к тому, что вены геморроидального сплетения перерастягиваются. Перерастянутые вены способствуют растяжению связочного аппарата, мышц и постепенно приводит это к росту геморроидальных узлов. Внутренний геморрой может быть 4 стадий. На первой стадии это просто увеличенные геморроидальные узлы. На второй стадии они могут опускаться ниже зубчатой линии и даже появляться у входа анального отверстия. Но при этом, при второй стадии, они могут самопроизвольно вправляться при напряжении анального отверстия. При третьей стадии узлы могут появляться при напряжении, но самостоятельно они уже не могут быть вправлены. То есть человек вынужден их вправлять пальцами. Ну и, наконец, 4-я стадия внутреннего геморроя – это постоянно провисающие внутренние геморроидальные узлы. Ну а наружный геморрой, он просто есть, это выпирание ниже зубчатой линии, которая имеет совершенно другой вид, отличный от внутреннего геморроя. И образован наружный геморрой тоже увеличенными венами, которые расположены уже под кожей. Помимо нарушения венозного возврата, другой причиной формирования геморроидальных узлов является уменьшение объема каловых масс. Это приводит к нарастанию давления внутри прямой кишки при дефекации. Чем меньше объем каловых масс, тем выше давление. Ну и еще одна причина, по которой могут появляться геморроидальные узлы, это цирроз печени. Считается, что у людей с малоподвижным образом жизни, с сидячей работой, у больных ожирением, при беременности, при подъеме тяжестей, при хронических диареях, при воспалительных заболеваниях кишечника шансы развиться геморрою значительно выше. Сами по себе геморроидальные узлы не представляют какой-либо опасности, но они являются носителями опасных симптомов. Ну, во-первых, внутренние геморроидальные узлы могут кровоточить при повреждении их каловыми массами. И кровотечения эти бывают не только венозными, но и артериальными, что подтверждается анализами крови. Ну а раз это артериальное кровотечение, то всегда создается угроза больших кровопотерь. Кроме того, 3-я и 4-я степень внутренних геморроидальных узлов часто служит раздражающей для перианальной зоны. То есть на этих узлах скапливается кишечная слизь, и эта слизь может содержать микроскопические частички кала, что приводит к раздражению, к зуду, к неприятным ощущениям и к воспалению близлежащих тканей. Осложнением же наружного геморроя чаще всего является тромбоз геморроидальных вен. Тромбоз – это формирование сгустков внутри вен, которые потом приводят к нарушению кровообращения. И в дальнейшем эти тромбированные геморроидальные узлы могут просто быть некротизированы, то есть организм их начнет отторгать, вызывая очень сильное воспаление. И характер боли при внутреннем геморрое и при наружном геморрое совершенно разный. Внутренний геморрой чаще всего это зуд, дискомфорт, это различные жжения и прочие просто неприятные симптомы. А вот наружный геморрой очень сильно болит. Вот такое различие в болевых ощущениях, как я уже упоминал, объясняется различным эмбриональным происхождением. Если внутренние узлы происходят из желудочно-кишечного тракта, то наружные узлы – это продолжение кожных покровов. И наружные узлы иннервируются ветвями срамного нерва, нервус pudendus. И, соответственно, там очень много болевых рецепторов. Как же лечить геморроидальные узлы? Ну, во-первых, как бы ужасно они не выглядели, по мнению пациента или врача, если они не вызывают симптомов, то лечить их не надо. Есть такая пословица: трудно облегчить состояние пациента, у которого нет симптомов. Вот как раз здесь уместна эта пословица. Лечение назначается только при симптоматических геморроидальных узлах. Неважно, наружный это или внутренний геморрой. То есть, естественно, при осложнениях, то есть частые кровотечения, естественно, при каких-то нарушениях
чистоты и гигиены, которые становятся невыносимыми для пациента при сильном зуде, при раздражении и воспалении, которые мешают качеству жизни при внутреннем геморрое. И также при геморроидальном тромбозе или, не дай бог, некрозе, если речь идет о наружном геморрое. В подавляющем большинстве случаев лечение геморроя осуществляется консервативным терапевтическим путем. То есть это могут быть либо симптоматические меры, либо уже разновидности малоинвазивных вмешательств. Но мы в этом видео будем разбирать те методы, которые доступны вам самим. Слава Богу, в большинстве случаев вы сможете справиться сами. Итак, здесь действует 3 момента. Во-первых, нужно бороться с запорами, и не так даже бороться с запорами или с диареей, кстати, как увеличить объем каловых масс. Чем больше объем каловых масс, тем меньше давление развивается при дефекации. А как это можно сделать? Пить больше жидкости и употреблять больше клетчатки. В этом аспекте идеальным является употребление клетчатки псилиум. Псилиум – это семена определенного вида подорожника, который растет в Индии. Он представляет собой растворимую, не ферментируемую клетчатку. То есть, когда вы его принимаете, в кишечнике псилиум набухает, формирует большой объем каловых масс, никуда не всасывается, и это помогает бороться с запорами и улучшает пассаж каловых масс, соответственно, и уменьшает напряжение при дефекации. То есть ведет к ослаблению тех факторов, которые вызывают геморрой. Единственное, что хочу предупредить, что прежде чем начинать принимать псилиум, нужно все-таки убедиться, что у вас он не вызовет сильного запора, потому что парадоксально он может вызывать и запор. То есть надо принимать его сначала по пол чайной ложечки, постепенно доводя суточную дозу до 10 грамм. У меня уже есть видео про псилиум, я дам ссылочку на него, более подробно посмотрите. Вторая позиция, которую необходимо применять при лечении геморроя, это обычные ванны. Горячие ванны настолько, насколько это можно вытерпеть, на где-то 10 минут 2 раза в день. Именно желательно ванны, не сидеть в тазике, так как вот сидячие такие вот ванночки в тазике, они могут больше спровоцировать развитие геморроя, так как тоже приводят к застою крови. А вот если просто в ванне пропариться утром и вечером, в идеале, после каждой дефекации это надо делать, то получается, что во время нахождения в горячей воде расслабляется мускулатура прямой кишки, ослабляется тонус сфинктера, и это способствует уменьшению напряжения в геморроидальных венах, лучшему отхождению крови от геморроидальных узлов. Третье, что нужно сделать, это изменить свои привычки. У некоторых есть такое свойство путать туалет и библиотеку. Сейчас, наверное, это еще и место, где можно просматривать различные социальные сети, может быть, даже смотреть мое видео по телефону. Вот, этого делать категорически нельзя. Не мое видео, а вообще пользоваться, читать или там долго сидеть в туалете. То есть это долгое сидение, больше, чем нужно для того, чтобы совершить все свои дела, приводит все-таки к увеличению давления в просвете прямой кишки и к усилению образования геморроидальных узлов. То есть такие простые меры: принятие горячих ванн, обилие клетчатки, применение псилиума и использование туалета только по его прямому назначению может даже способствовать реверсии болезни, то есть переходу из тяжелых стадий геморроя в более легкие. Также, естественно, есть большой арсенал симптоматических средств. Во-первых, это венотоники, препараты, которые принимаются в виде таблеток и способствуют улучшению тонуса вен и уменьшению проницаемости сосудистой стенки. Такие препараты особенно подходят женщинам при беременности, потому что беременность в силу того, что подъем большой прогестерона там наблюдается, является одной из главных причин, по которой у женщин вдруг образуются геморроидальные узлы. Даже во время беременности можно применять препарат флебодия. Кроме венотоников, таких как флебодия и детролекс, есть еще куча различных свечей,
В свечах состав самый разнообразный. Это могут быть просто свечи с лидокаином, которые обладают обезболивающим эффектом. Есть свечи с преднизолоном, обладающие противовоспалительным эффектом. Есть свечи, которые в себе несут сосудосуживающие действия. Есть свечи, которые уменьшают проницаемость сосудистой стенки. Здесь просто-напросто надо подбирать, кому какие свечи или кремы нравятся для того, чтобы облегчить состояние. То есть эти свечи и кремы ничего не лечат, они просто-напросто облегчают симптомы течения. Ну и, наконец, если это ничего не помогает, если развиваются осложнения, такие как кровотечение или тромбоз геморроидальных вен, или, не дай бог, некроз, тогда уже применяют хирургическое лечение. В большинстве случаев сейчас есть тенденция к амбулаторному лечению, то есть чаще всего используют накидывание специальных колец на геморроидальные узлы. Эта тактика очень эффективна при лечении внутреннего геморроя, не совсем она эффективна при лечении наружного геморроя, но тем не менее она, в общем-то, легкая и дает иногда хороший эффект на 5-10 лет, потом геморроидальные узлы тоже могут появляться, но можно с ними потом бороться по мере их возникновения. Ну и существуют также методы коагуляции лазером, радиоволной, криодеструкции. Тоже они все применимы в амбулаторных условиях. Ну, если совсем уже тяжело, то делается уже в стационарных условиях хирургические операции по иссечению геморроидальных узлов при помощи различных, не только скальпеля, но и различных других электрохирургических инструментов. Ну и это как бы тоже эффективно, но, конечно, послеоперационный период болезненный еще тот, болезненный он. Для того, чтобы не доводить себя до таких мер, нужно, конечно, сразу же обращать внимание, если у вас только появляются геморроидальные узлы, надо предпринимать меры, то есть избегать длительной сидячей работы, избегать подъема тяжестей. Если кто занимается пауэрлифтингом, то надо выбирать, в общем-то, такие позиции, которые не приводят к повышению внутрибрюшного давления. То есть, вот когда вы напрягаете живот, тогда у вас и повышается внутрибрюшное давление. Все эти жимы, все эти поднятия тяжестей, они повышают внутрибрюшное давление. А, например, подтягивание на перекладине, отжимания на брусьях, это безопасно для геморроидальных вен. Поэтому надо вот сделать акцент на такие занятия с собственным весом. Ну, соответственно, женщинам надо следить, чтобы у них не было гормональных нарушений. Всем надо следить за тем, чтобы не было лишнего веса. Следите за тем, чтобы был регулярный стул, чтобы не было запоров и поносов. Питайтесь едой, которая содержит достаточное количество клетчатки. И не доводите себя до крайних проявлений геморроя. Спасибо большое всем за внимание. Отличного настроения, здоровья. До свидания.